большой и малой Неве, но сегодня они на них зажигают только по праздникам. Справа от нас Дворцовая набережная, первая каменная набережная Петербурга. Она строилась по повелению императрицы Екатерины II, архитектором Юрием Фельтоном. Набережная была расширена на 20 метров, укреплена сваями и облицована гранитными блоками. План каменной крепости составил немецкий инженер Иоганн Кирштейн, а перестраивал ее архитектор Доменико Трезини. Кирштейн к тому времени скончался. Крепость никогда не принимала непосредственного участия в сражениях, так как почти сразу оказалась в центре города, который призвана была защищать. Впоследствии крепость стали использовать как главную политическую тюрьму России. Одним из ее первых узников стал царевич Алексей, сын Петра I. Заключали в тюрьму Петропавловской крепости без суда, только лишь по решению царской власти. И за все время существования из тюрьмы Петропавловской крепости не было совершено ни одного побега. За все это Петропавловская крепость получает славу русской Бастилии. Само же свое название Петропавловская крепость получила от собора святых Петра и Павла, что в самое сердце крепости. Петропавловский собор — усыпальница всех российских императоров, за исключением только лишь Петра II, похороненного в Москве, и Иоанна VI, убитого в Шлиссельбургской крепости. Его место захоронения неизвестно до сих пор. Петропавловский собор – самая высокая историческая точка города, и высота его колокольни составляет 122,5 метра. Справа от нас трехэтажное здание серого цвета с большим количеством ваз на крыше. Мраморный дворец. Первое в Петербурге здание, облицованное естественным камнем. При его строительстве архитектор Антонио Ринальди использовал 32 сорта мрамора. Наиболее эффектно смотрелся красно-розовый тевдийский камень, но, к сожалению, от времени и непогоды он выцвел и потускнел. Сам же дворец строился по заказу императрицы Екатерины II, ее фаворита графа Григория Орлова. Граф не дождался окончания постройки и умер, но он успел отблагодарить императрицу, подарив ей алмаз, стоимость которого в 3 раза превышала стоимость самого дворца. Алмаз этот впоследствии был назван «Орлов» и украсил собой скипетр Екатерины Великой. Сегодня в Мраморном дворце разместился один из филиалов Русского музея. Ну а справа впереди, между двух зданий зеленого цвета, перед нами открывается ансамбль Суворовской площади. И в центре площади установлен памятник величайшему русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Этот памятник был изготовлен скульптором Козловским по повелению императора Павла I во знаменование победоносного итальянского похода. Он должен был стать первым в России прижизненным памятником герою. Но Александр Васильевич скончался за год до его открытия. Не дождался открытия памятника и сам император, который был убит буквально за 2 месяца до этого. Самого знаменитого Чижика-Пыжика. Сразу же за мостом вправо уходит река Мойка. Через нее перекинут первый инженерный мост. И в дальнем от нас береговом устое первого инженерного моста, приблизительно в 1,5-2 метрах над водой, на стене в полукруглой впадине, мы увидим небольшой пьедестал и на нем фигурку высотой всего-навсего 11 сантиметров на выходе из-под моста, справа впереди. Гранитный парапет набережной с полукруглым изгибом. Там обычно стоят люди, смотрят вниз, кидают монетки, и прямо под этим парапетом, приблизительно на уровне наших глаз, на стене на пьедестале тот самый Чижик-Пыжик. Но не студент, правовед, а всего лишь крошечная птичка. Самая маленькая скульптура под открытым небом в нашем городе. Справа немного впереди, красного цвета, Михайловский запад. Он строился по повелению императора Павла I на том самом месте, где когда-то находился летний дворец его бабушки Елизаветы Петровны. Павел I не пожелал жить в Зимнем дворце.
Он предпочел жить на том месте, где родился. Император очень опасался покушений. Поэтому замок со всех сторон окружают каналами с водой. Через каналы перекидывают разводные мосты, обустраивают караульные будки. Вдоль стен замка круглосуточно ходит стража. Сейчас справа мы увидим с вами второй инженерный мост. Будем проходить мимо. Загляните под него. Там сейчас нет воды. А вот когда-то в этом месте протекал Воскресенский канал. Все сооружения канала сохранились до наших дней. Но они находятся в земле, канал был засыпан. Несмотря на все предпринятые предосторожности, ровно через 40 дней после того, как Павел I поселился в Михайловском замке, в ночь с 11 на 12 марта 1801 года император был убит заговорщиками, а через 18 лет здание было передано главному инженерному училищу, и отсюда его второе современное название – инженерный замок. Справа немного впереди здание желтого цвета под куполом известно всем петербуржцам от мала до велика. Это знаменитый цирк на Фонтанке, или иначе цирк Ченизелли по имени его основателя, известного наездника и дрессировщика Каэтана Ченизелли, самый первый стационарный цирк России. В этом цирке выступал знаменитый русский богатырь Иван Поддубный. Здесь клоун Румянцев впервые представился своего карандаша. С цирком были тесно связаны Юрий Никулин, Игорь Кио, Эмиль Кио, Олег Попов и многие другие известные артисты. Своим главным фасадом здание цирка выходит на площадь Белинского, от которой получил название мост, что прямо перед нами. Но мостом Белинского он стал называться только лишь в начале 20 века, а до того он носил название Симеоновского моста от церкви святых Симеона и Анны. Ее сейчас можно будет увидеть, повернувшись налево и немножко назад, в глубине участка желтого цвета под черными куполами. Если посмотреть вперед вдоль набережной, что слева от нас, то мы увидим с вами металлическую ограду с золочеными копьями и вазами и ворота с золоченым гербом. А вот за ними, в глубине участка, здание желтого цвета, бывший Шереметьевский дворец. Он принадлежал одному из сподвижников Петра I, графу Борису Петровичу Шереметьеву, генерал-фельдмаршалу. Но вот нам наиболее запомнился его внук Николай Петрович. Дело в том, что здесь у Шереметьева был небольшой домашний театр, в котором играли крепостные актеры. И в одной из своих крепостных, Прасковью Ивановну Ковалеву-Жемчугову, и влюбился Николай Петрович. Впоследствии не женится, но венчание проходило в строжайшей тайне. Решиться на огласку граф не посмел. В одном из флигелей дворца долгое время проживала Анна Ахматова, которая дала дворцу его второе название – «Фонтанный дом», которое сохраняется и по сей день. Слева же здание желтого цвета, бывший Екатерининский институт. Организован он был по подобию Смольного института. Но с тем только отличием, что сюда принимали девочек из незнатных и небогатых дворянских семей. А основная задача преподавателей заключалась в том, чтобы подготовить девушек к будущему состоянию и не выводить из того круга, который природа для них начертала. Институт просуществовал до 1918 года. Впоследствии здесь находилась средняя школа, а сегодня это один из филиалов Российской национальной библиотеки. Здесь представлены газетные фонды с 1728 года и до наших дней. Прямо же перед нами, наверное, один из самых известных мостов Санкт-Петербурга. Это Аничков мост, и он украшен знаменитой скульптурной группой «Покорение коня человеком» работы Петра Карловича Клотта. Когда-то на Аничковом мосту находилась застава, через которую въезжали в Санкт-Петербург. Здесь проверяли паспорта, брали плату за въезд. И такой платой могли быть не только деньги, но и камни, необходимые для мощения улиц. Правда, в то время мост выглядел несколько иначе. Он был деревянным, а вот протяженность его составляла почти 150 метров. Он захватывал всю пойму реки Фонтанки. Через Аничков мост проходит центральная магистраль города, Невский проспект.
От Аничкова моста получил свое название и Аничков дворец. Он справа от нас. Это самый первый дворец на Невском проспекте. Дворец строился по заказу императрицы Елизаветы Петровны, ее фаворита графа Алексея Разумовского. В то время дворец еще не имел того корпуса с колоннами, что выходит на Фонтанку. Во двор была прорыта гавань, туда заходили корабли. Отсюда и выражение «с корабля на бал». Впоследствии дворец был выкуплен Екатериной II, уже для ее фаворита князя Потемкина, но Потемкин продал дворец купцу Шемякину. Екатерина II решила, что не стоит так разбрасываться царскими подарками. Выкупила у Шемякина дворец и вновь отдала его князю, но буквально спустя очень короткое время дворец опять был продан, а этот раз уже в казну. Позднее здесь размещался личный кабинет его императорского величества, а сегодня в Аничковом дворце с комфортом расположился Дом творчества Юрия. Мы же покидаем с вами парадный Санкт-Петербург, Петербург дворцов, и попадаем в Петербург деловой. Справа и слева от Фонтанки возводятся так называемые доходные дома с большим количеством квартир для сдачи их в наем. Но строятся они не вдоль набережных, а в глубину участков и образуют те самые знаменитые дворы-колодцы. Слева, немного впереди, здание серого цвета с кирпичными вставками на первом и втором этажах, знаменитый доходный Толстовский дом. Он принадлежал одному из дальних родственников графа Льва Николаевича Толстого, и когда мы подойдем поближе, давайте попробуем заглянуть в его трехсводчатую арку, и мы увидим с вами тот самый двор-колодец. А в глубине двора еще одна точно такая же арка, что ведет в следующий двор. Но строят на Фонтанке не только жилые дома, но и образовательные учреждения. И вот слева впереди двухэтажное здание светло-коричневого цвета, а во дворе растет дерево. Бывшее Петровское коммерческое училище. Оно просуществовало до 1917 года. Совершив 33 выпуска, те же из учащихся, кто заканчивал с отличием, получали звание почетного гражданина Санкт-Петербурга. Сегодня в этом здании размещается средняя школа, в которой учился и окончил ее знаменитый советский сатирик Аркадий Исаакович Райкин. Следом за школой богато украшенное здание, доходный дом купцов Елисеевых. Елисеевы были поставщиками двора его императорского величества. На Невском проспекте у них было 2 гастрономических магазина, один из которых сохранился до наших дней. А вот в этом их доме был устроен один из первых электрических лифтов Санкт-Петербурга. Прямо же перед нами мост Ломоносова. Таких мостов через Фонтанку было построено 7. А осталось только 2. Этот и еще один в устье Фонтанки, Старокалинкин. Все эти мосты были разводными, а в гранитных башенках помещались подъемные механизмы. Сегодня мосты на Фонтанке не разводят, так как нет уже того парусного флота, для которого это и было сделано. Ну и какой же деловой район города без финансовых учреждений? И вот слева немного впереди здание темно-серого цвета, бывшее главное казначейство Российской империи. За всю историю существования, а построено здание было в 1915 году, оно использовалось только для нужд финансовых ведомств. И сегодня здесь также находится управление Центрального банка России по Санкт-Петербургу. Следом за казначейством 2 двухэтажных здания серого цвета с кирпичными вставками. Это бывшая судная казна и государственные сберегательные кассы. Здания настолько похожи друг на друга, что их иногда даже путают. Но если присмотреться, можно увидеть, что у первого большие окна расположены на 2-м этаже, а у другого, наоборот, на 1-м. Эти здания асимметричны. Справа, немного впереди, здание ярко-зеленого цвета, Большой драматический театр. Когда-то это был частный театр Суворина. В 1919 году по инициативе Алексея Максимовича Горького был организован Большой драматический театр под руководством Александра Блока. Мы с вами сейчас пройдем под Лиштуковым мостом, с которым связана известная фольклорная фраза «Нет ли лишнего билетика?». И эта связь обусловлена огромной популярностью театра среди гостей и жителей нашего города. Большим драматическим театром долгое время руководил Георгий Александрович Товстоногов, и сегодня театр носит его имя. Слева немного впереди 2 угловых здания серого цвета с кирпичными вставками. Обыкновенные доходные дома, а примечательны они тем,
что они-то как раз абсолютные близнецы. Одинаковые здания строились в Петербурге крайне редко. Следом за домами-близнецами дальше по набережной протяженное здание желтого цвета, так называемый Глебов дом. На этом месте когда-то находилась загородная усадьба сибирского виноторговца Глебова. Впоследствии выкупил ярославский купец, также по фамилии Глебов, и название так и закрепилось за этим местом. Позже усадьба была перестроена под казармы местных войск. Здесь расквартировался лейб-гвардии Московский полк. И вот именно отсюда, 14 декабря 1825 года, офицеры-декабристы братья Бестужевы выводят часть полка на Сенатскую площадь, а ведут они их по Семеновскому мосту, что прямо перед нами. Свое название мост получил от другого полка, лейб-гвардии Семеновского, казармы которого также когда-то находились неподалеку. Дело в том, что Фонтанка раньше служила границей города, и если справа от нас был Петербург, то слева уже его пригороды, а все воинские части, как правило, селились за чертой города. Справа и впереди вдоль набережной ряд зданий скрывает от нас район Сенной площади или так называемую Вяземскую лавру. Самое страшное, самое криминальное место старого дореволюционного Петербурга. Своим названием лавра обязана доходным домам князя Вяземского, что когда-то находились в этом месте. Подлинные хозяева лавры, арендаторы квартир, которые сдают углы, места на нарах. 5 копеек за право переночевать или за месяц рубль 20. По ночам они торгуют спиртным, скупают краденое, занимаются ростовщичеством. Не только простым горожанам был заказан путь в Вяземскую лавру. Полиция и та предпочитала не появляться здесь и не вмешиваться в дела ее обитателей. Даже существовала своего рода поговорка: «Если хочешь быть живой, обходи район сенной стороной». Жизнь Вяземской лавры описал в романе «Петербургские трущобы» писатель Всеволод Крестовский. Справа немного впереди 3 здания подряд, раскрашенные в разные цвета: красный, желтый, зеленый. У нас их называют 3 сестры. 2 из них когда-то принадлежали директору публичной библиотеки Алексею Оленину. У него здесь был литературный салон. И вот здесь, в гостях у Оленина, Александр Сергеевич Пушкин впервые встречается со своей музой Анной Петровной Керн, племянницей хозяйки дома, которой он посвящает следующие строки. «Я помню чудное мгновенье передо мной явилось ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Слева здание желтого цвета Обуховская больница, одна из первых городских больниц Российской империи. Когда-то здесь было лишь несколько деревянных корпусов на 60 коек, но впоследствии были построены 3 каменных здания на 800 мест, благодаря чему больница становится крупнейшей в Санкт-Петербурге. Известный хирург Пирогов был здесь консультантом. На общественных началах он ежедневно посещал лечебницу, читал здесь лекции, проводил операции. В состав больницы входил дом презрения для умалишенных. Первое в России заведение подобного рода. И если мы вновь с вами вспомним Пушкина, но на этот раз «Пиковую даму», то там есть такие строки. Первый сошел с ума. Он сидит в 17 номере в Обуховской больнице, ни на какие вопросы не отвечает и бормочет, сколь возможно скоро: тройка, семерка, туз, тройка, семерка, дама. Название свою больницу получила от Обуховского моста, что прямо перед нами. Мост был построен посадским человеком по фамилии Обухов, и название так за ним и закрепилось, хотя поначалу и не было официальным. Через Обуховский мост проходит 2-я по протяженности магистраль города Московский проспект. Справа немного впереди низкое приземистое здание бежевого цвета, большее похоже на стену, скрывает от нас один из юсуповских дворцов. Князья Юсуповы были
богатейшей семьей Российской империи. Только в Санкт-Петербурге им принадлежало 4 дворца. Сейчас через арку можно попытаться рассмотреть и сам дворец. Построен дворец был сенатором Борисом Григорьевичем Юсуповым для его сына Николая в качестве свадебного подарка. Но после того, как тот развелся со своей супругой, племянницей князя Потемкина, здание это было продано в казну, и об этом писали такими словами: «Дабы на будущее время не нуждаться в инженерах, учреждается для них особое высшее училище под названием Институт инженеров путей сообщения. Для помещения сего нового заведения был куплен за безделицу, за 300 тысяч рублей ассигнациями, великолепный дом, или скорее дворец, князя Юсупова на Фонтанке у Обухова моста». После того, как институт переехал в специально для него построенное здание, здесь стали селиться министры путей сообщения Российской империи, а сегодня здание вновь принадлежит Университету путей сообщений Санкт-Петербурга. Слева, немного впереди, трехэтажное здание ярко-желтого цвета с металлической зеленой оградой, загородная усадьба отца русской литературы Гавриила Романовича Державина. Усадьба была куплена Державинами в 1791 году. На тот момент она еще не имела внутренней отделки, и автором интерьеров становится ближайший друг Державина, известный архитектор Николай Александрович Львов. После смерти самого Гавриила Романовича и его второй супруги здание отошло к римско-католической духовной коллегии, которая его стала перестраивать для своих нужд, для канцелярии. После Октябрьской революции коллегия прекратила свое существование. Здание долгое время стояло заброшенным, а с 1924 года здесь размещались коммунальные квартиры. К настоящему времени интерьеры усадьбы воссозданы практически в своем изначальном виде. Этого нельзя сказать о ее внешнем облике, но тогда пришлось бы разбирать верхние этажи. Ну а сейчас посмотрите вдоль улицы, что уходит влево от моста. И через несколько секунд над крышами домов мы с вами увидим купола синего цвета, усыпанные золочеными звездами. Это собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка. В те времена каждый гвардейский полк был обязан иметь свой собственный храм. И архитектору Стасову поручают разработку нового каменного собора вместо временного деревянного. Собор строился очень большим, так как при необходимости должен был вмещать в себя весь полк. А это без малого 2200 человек. Сам же лейб-гвардии Измайловский полк был основан по повелению Анны Иоанновны для обеспечения надежной опоры трону, так как в старых петровских гвардейских полках, Семеновском и Преображенском, Анна Иоанновна авторитетом не пользовалась. Она же становится и полковником Измайловского полка. После коронации Елизаветы Петровны уже она принимает шефство над полком. И, видимо, вследствие сложившейся традиции, Екатерина Великая также становится полковником лейб-гвардии Измайловского полка. Слева, между двух зданий желтого и розового цветов, в глубине за кронами деревьев, мы вновь можем видеть купола Троицкого собора. В 2006 году произошло возгорание строительных лесов, установленных для реставрации храма. В результате пожара были полностью уничтожены деревянные конструкции главного купола. Впоследствии их восстановили уже по современной технологии клееного бруса. Каркас был покрыт огнеупорными материалами, и сегодня мы видим собор именно таким, каким его и создал когда-то архитектор Стасов. И последний мост, под которым мы пройдем во время путешествия по реке Фонтанке, мост Красноармейский. Он был построен в середине 20 века для довольно прозаической цели. Возникла необходимость перекинуть теплотрассу с одного берега реки на другой. Мы же покидаем с вами воды реки Фонтанки, но вот слева вдалеке остается еще один мост. Он украшен фигурами сфинксов и фонарями, стилизованными под египетские обелиски, и носит он название Египетского моста. А мы, пройдя под Смежным мостом, пойдем с вами в Крюков канал.
Крюков-канал был прорыт в 1720 году для транспортных целей. Но назначение своего он не оправдал, а название получил по имени подрядчика Семена Крюкова, который и руководил работами по сооружению канала. В те времена в Петербурге было прорыто большое количество искусственных каналов по замыслам Петра I. По ним должны были осуществляться все основные коммуникации, превратив таким образом наш город в некое подобие Амстердама. Но вот этим идеям Петра Алексеевича осуществиться было не суждено. Слева немного впереди двухэтажное здание бледно-желтого цвета с металлическими балконами на втором этаже. В этом доме, в доме своей племянницы, ее супруга Дмитрия Ивановича Хвостова, провел последние месяцы жизни величайший русский полководец Александр Васильевич Суворов. Похоронен Суворов в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре. Справа же здание желтого цвета с арками, типичное для всех рынков нашего города. Бывший Никольский рынок. Рынок в основном был оптовым, но здесь можно было также нанять и сезонных рабочих. Каменщиков, маляров, штукатуров. Мы же с вами сейчас пройдем под Староникольским мостом и попадем в примечательную точку нашего города, которая носит название перекрестка 7 мостов. Это действительно водный перекресток, оказавшись в центре которого с 4 различных сторон практически одновременно можно увидеть 7 мостов. Давайте представим себе, что наш теплоход сейчас остановился. И вот слева мы видим один мост, справа 2. 2 моста остались за нами, но и прямо перед нами при желании также можно увидеть 2 моста одновременно. Итого ровно 7 образован перекресток Крюковым каналом, по которому мы с вами сейчас проходим, и каналом Грибоедова, бывшим Екатерининским. Справа немного впереди на набережной колокольня Никола Богоявленского морского собора. А вот в глубине участка мы с вами можем увидеть и сам собор. Собор необычайно красив. Построен он был в 1760 году архитектором Саввой Ивановичем Чевакинским. Собор строился на землях морского ведомства и по его непосредственному заказу. Еще в самом начале XVIII века на берегу Невы, неподалеку от Адмиралтейства, существовала небольшая деревянная Исаакиевская церковь, в которой принимали присягу моряки военного флота. По обветшанию церковь эту пришлось снести. И вот тогда-то возникла необходимость в постройке нового, уже постоянного собора здесь, на берегу Крюкова канала. На особое положение собора обратила внимание еще Екатерина Великая, из устно повелевшая именовать новоосвященную церковь морским собором, что и определило его дальнейшую роль в истории российского флота. Справа от нас здание черного цвета довольно красивое, со сводчатыми окнами, барельефами, фигурами атлантов при входе. Это доходный дом. Он был построен в начале 20 века отставным полковником Веге. В доме были дорогие благоустроенные квартиры, снимали и, главным образом, люди состоятельные. Высшие чиновники, генералы, адмиралы, но вот в виде исключения управляющему домом было разрешено сдавать квартиры преподавателям консерватории и актерам Мариинского театра, что находится неподалеку. Прямо перед нами торговый мост. И вот сразу же за мостом, впереди справа здание зеленого цвета. Это как раз и есть Мариинский театр, хотя нам видны, к сожалению, только его боковая и тыльные стороны. Театр был построен в середине XIX века архитектором Альберто Кавасом, а название получил в честь супруги императора Александра II, императрицы Марии Александровны. Первый театральный сезон в новом здании был открыт оперой Глинки «Жизнь за царя». Здесь выступали такие знаменитости, как Федор Комиссаржевский, Игорь Стравинский, Федор Шаляпин, Галина Уланова, а главным балетмейстером здесь долгие годы был Мариус Петипа.
Слева же здание второй сцены Мариинского театра. Здание абсолютно новое, всего несколько лет прошло с его открытия. Но обратите внимание на небольшой фрагмент желтого цвета с арками и сводчатыми окнами. Нечто подобное мы уже видели с вами, причем совсем недавно. На этом месте находился литовский рынок, построенный уже знакомым нам архитектором Джакомо Кваренге. Рынок со временем обветшал и обрушился, и во время постройки второй сцены буквально с нуля был воссоздан этот небольшой фрагмент, напоминания о том, что именно Кваренге построил большое количество рынков нашего города. Справа от нас здание светло-серого цвета увековечил в своих стихах Александр Блок. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все как старь. Ночь, ледяная река канала, аптека, улица, фонарь. Аптека, о которой писал поэт, и сегодня находится в этом здании. Прямо же перед нами Матвеев мост, и вот сразу за мостом, впереди слева, за кронами деревьев, скрывается от нас кирпичное здание очень темного цвета, расположившееся на острове Новая Голландия. Когда-то неподалеку от этого места находились галерные верфи и склады для хранения корабельного леса, которые назывались Голландия. Город расширялся, места по складу стало не хватать, и их переносят на этот искусственно образованный двумя каналами остров, который и получает название Новой Голландии. Обратите внимание на берега Новой Голландии. Вот именно так выглядели все набережные Петербурга при Петре Первом. Никакого камня, никакого гранита, только лишь деревянные сваи, что укрепляют берег, и остатки свай, которые можно увидеть даже сегодня, забиты в набережной Новой Голландии еще в самом начале XVIII века, то есть еще при Петре Алексеевиче. Но мы с вами покинули Крюков канал, вновь вернулись в реку Мойку, и на нашем пути самый романтический мост Петербурга. Это Поцелуев мост. С этим мостом, как правило, в городе связывают большое количество примет и поверий, хотя на самом деле название свой мост получил не очень-то романтично. Просто неподалеку от моста находился кабак купца Поцелуева с довольно забавным названием «Поцелуй». Прямо же перед нами, над крышами домов, виден золотой купол Исаакиевского собора. Своим названием собор обязан Петру Первому, который родился в день святого Исаакия Далматского. Собор перестраивался 4 раза, и таким, каким мы с вами видим его сейчас, он был построен архитектором Агюстом Монферраном. Монферран строил его в течение 40 лет и завещал похоронить себя в своем главном детище Исаакиевском соборе. Но Александром II пожелание это не было исполнено. Гроб с телом архитектора лишь обнесли вокруг храма, после чего вдова увезла его в Париж. Справа, немного впереди, трехэтажное здание желтого цвета с белыми колоннами у входа. Это еще один Юсуповский дворец. Его последним владельцем был князь Феликс Феликсович. И в этом дворце в декабре 1916 года был убит Григорий Распутин. Феликс Юсупов пригласил его к себе в гости, якобы для знакомства со своей женой Ириной. Здесь Распутина кормят отравленными пирожными. Его поют отравленной мадерой, его несколько раз стреляют, после чего тело его отвозят подальше от дома и бросают в реку. Врачи, осматривавшие тело, утверждали, что в легких Распутина была вода, и, следовательно, он был жив, когда его топили. Сегодня во дворце работает музей, посвященный быту семьи Юсуповых, и открыта экспозиция убийства Григория Распутина. Ну а прямо перед нами Почтамский мост. Он цепной и родной брат двух других цепных мостов, сохранившихся до наших дней, Банковского и Львиного. Изначально Вильгельмом фон Треттером в городе было построено 5 цепных мостов.
но один из них в 1905 году обвалился, второй решили разобрать, что называется, от греха подальше, а Почтамский пришлось модернизировать. Под его пролет были подведены две деревянные опоры, и мост перестал быть подвесным. Но уже в 1986 году эти опоры убирают, меняют пролетные строения и усиливают цепи. С тех самых пор мост предстает перед нами в своем изначальном виде. Слева немного впереди здание темно-серого цвета в стиле конструктивизма. А когда-то это была великолепная, выполненная в готическом стиле немецкая реформатская церковь. Но после революции церковь оказалась заброшенной, а позднее ее передали Дому культуры работников связи. Вот новый владелец и перестроил ее по своему разумению. Прямо же перед нами фонарный мост. Название он получил от фонарного переулка, что уходит вправо от моста. Мост был деревянным до 1973 года, а позднее его перестраивают из бетона и облицовывают металлическими листами. Но это было сделано таким образом, что его практически невозможно отличить от мостов XIX века, но лишь только при одном условии: если не проходить под самим мостом, что мы с вами сейчас делаем, и вот отсюда прекрасно видно, что этот мост современный. Справа впереди трехэтажное здание серого цвета с белым декором и рестораном на первом этаже. Оно принадлежало российско-американской торговой компании, созданной для освоения и колонизации Нового Света. Именно российско-американская компания стала инициатором и организатором первого русского кругосветного путешествия под руководством знаменитого мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна. И именно в этом здании раз и навсегда была решена судьба русской Америки. Секретное совещание под председательством Александра II постановило единогласно полуостров Аляску продать Соединенным Штатам, что и было сделано за 7 с небольшим миллионов долларов. Прямо же перед нами самый широкий мост Санкт-Петербурга и Европы. Это Синий мост. Ширина его составляет около 100 метров. Но прежде чем мы пройдем под ним, слева впереди на набережной гранитный обелиск, увенчанный трезубцем, на котором металлическими горизонтальными кольцами черного цвета отмечены самые значительные наводнения, происходившие в нашем городе. И самое верхнее кольцо – знаменитое наводнение 1824 года. В этот день вода поднялась более чем на 4 метра 10 сантиметров выше ординара. Вот мы прошли с вами под самым широким мостом Европы, вы могли оценить его ширину и, возможно, обратили внимание, что мост неоднородный. Мы вначале проходили под бетонными сводами, а позже шли под сводами, выполненными из чугунных деталей. Мост не сразу строился столь широким. На его месте находился довольно узкий деревянный мост. В XIX веке был построен мост чугунный. Позже его расширили, а вот уже в середине 20 века выяснилось, что часть чугунных элементов дали трещину, то ли из-за плохого качества отливки или по иной какой причине, но тем не менее приблизительно половину моста пришлось разобрать и перестроить из современных железобетонных конструкций. И вот тогда-то мост обрел и свою окончательную ширину, и свой нынешний облик. Слева впереди, перед самым мостом, здание под куполом зеленого цвета с жезлом Меркурия. Бывший универсальный магазин Эсдерса из Хефельса. Первый универсальный магазин, построенный в России, и единственный из многих.
а у Эздерса и Схефельса по миру было построено несколько универсальных магазинов, что сохранился до наших дней. Все остальные здания были снесены. Этот же получил название Опон Руж, что в переводе с французского означает «у Красного моста», поскольку именно к Красному мосту мы с вами сейчас подошли. Еще в самом начале XVIII века на реке Мойке было построено несколько однотипных деревянных мостов, а набережные реки в то время населяли работные люди, то есть люди, как правило, либо безграмотные, либо малограмотные, да и понятие адреса в то время в Петербурге еще не существовало. И вот для того, чтобы было проще ориентироваться, эти мосты раскрашивали в разные яркие цвета. И если у человека спрашивали, где ты живешь, он мог ответить: я живу на реке Мойке у моста, и просто назвать его цвет. Позднее все эти мосты были перестроены. Некоторые при этом свое название изменили, некоторые нет. Вот Красный мост раньше назывался белым, но после реконструкции все равно остался цветным. На сегодняшний день в городе сохраняется 3 цветных моста. Синий мы видели с вами, под красным только что прошли, и впереди нас ждет еще один. Справа и впереди вдоль набережной ряд зданий желтого цвета. Сегодня здесь разместился Российский государственный педагогический университет, а вот ранее эта территория принадлежала воспитательному дому. Сюда принимали детей в возрасте до 2 лет 4 месяцев, и оставались они здесь до 21 года. За первые 100 лет работы было принято около 370 тысяч воспитанников. Как правило, воспитанники получали здесь начальное, реже среднее образование. В конце 18 века при доме был открыт родильный госпиталь, а в начале 19-го училище глухонемых. Первое в России учебное заведение для детей-инвалидов. Справа арка вход на территорию университета, и на самом верху арки эмблема воспитательного дома. Пеликан кормит своих птенцов. Эта эмблема позднее стала общей для всех образовательных учреждений России. Почему? Существует легенда о том, что пеликан в случае отсутствия пищи кормит птенцов своей собственной плотью и кровью. И вот как символ самопожертвования педагогов, эмблема эта и была принята в качестве официальной. Ну а прямо перед нами сейчас еще один третий цветной мост. Он носит название Зеленого. В своем современном виде мост этот был построен в самом начале 19 века шотландцем Вильямом Гесте. Правда, на тот момент он носил название полицейского, по располагавшемуся неподалеку отсюда полицейскому управлению Санкт-Петербурга. Зеленый мост – это старейший, сохранившийся до наших дней в Европе чугунных мостов, и через него проходит центральная магистраль города Невский проспект. Сразу же за мостом слева от нас здание желтого цвета с вывеской на фасаде «Вольф и Беранже». Именно в кондитерской «Вольфа и Беранже» 27 января 1837 года Александр Сергеевич Пушкин встречается со своим секундантом Константином Донзасом. Отсюда они идут на Черную речку, где и состоялась роковая для поэта дуэль. Справа же здание красно-кирпичного цвета также связано с именем Пушкина. Это бывшая гостиница, принадлежавшая купцу Якову Демуту, и в этой гостинице впервые в Санкт-Петербурге останавливался будущий тогда еще поэт вместе со своим дядей перед поступлением в Царско-сельский лицей. Ну а слева от нас и далее вперед по набережной протяженное здание желтого цвета, творение величайшего нашего зодчего Карла Ивановича Росси, здание главного или генерального штаба, а точнее его восточное крыло. Но дело в том, что главным штабом это здание называют лишь для краткости, а может быть иногда по незнанию, так как здесь находилось и военное министерство, а вот именно в восточном крыле размещались Министерство финансов и Министерство иностранных дел. На момент постройки, это было в 1828 году, здание стало самым протяженным в Европе.
Длина его главного фасада, выходящего на Дворцовую площадь, составила почти 580 метров. На этом мы наше путешествие заканчиваем. Там же, где начинали, на реке Мойке, у Певческого моста, убедительная просьба: не вставайте со своих мест во время швартовки теплохода. Не сходите на берег без разрешения матроса или капитана. Если у вас появились какие-нибудь вопросы, я постараюсь на них ответить. Ну, а вам же большое спасибо за внимание. Я вам желаю всего самого-самого доброго и дальнейших вам интересных прогулок по нашему городу.